Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Остальные. Значит, сегодня любимейшая тема. Мы, кстати, никогда ее раньше не поднимали. Спасибо моему редактору Вере. Тема вот какая. Как понять, ваши чувства – это любовь или это невротическая зависимость? Они, во-первых, так похожи. Во-вторых, любовь без зависимости тоже, наверное, не существует. Но вот насколько это любовь как чистые и светлые чувства, или это невротическая зависимость как грязная и темная, вот в этом надо разобраться. Это всем, я думаю, интересно. Мария, вам, наверное, тоже интересно? Безумно, Михаил. Мне самому интересно. Михаил, сообщение такое, вот сразу пришло. Ага. Я настоящий страдалец. Как от этого избавиться? Достаточно ли видеть в жизни только хорошее? Но я не думаю, что это проблема со зрением, и что это исправляется просто таким механическим путем, начать видеть хорошее и не видеть всего плохого. Как это исправить, мы сегодня будем говорить целый час. Есть такое выражение, такая шутка. Если ты попал в яму, хотя бы перестань копать. Говоря по-русски, если ты попал в какую-то ситуацию страдания, хотя бы просто прекрати это. Что произойдет сразу? Произойдет сразу ломка наркотического характера, потому что очень многих людей страдания в крови. Это долгий разговор, почему так сформирована их психика, почему у них есть потребность страдать, почему они попадают в ситуации и выбирают людей, с которыми они будут страдать, но они это делают из, к сожалению, болезненной потребности пострадать. У них психология жертва, и это вот сегодня вот целый вечер будем об этом говорить. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Ой, ура, я дозвонилась. Меня зовут Екатерина. Здравствуйте, Михаил. Вот прямо вообще, здравствуйте, Мария. Прямо вот вообще прям в тему попала в нужную, хотя звонила несколько дней. Ну вот, в общем, у меня такой вопрос. У меня как раз, видимо, невротические отношения. Я в конце января этого года познакомилась на сайте с молодым человеком. На сайте знакомств с американцем. Вот. Но там не с многими я познакомилась, но мне понравился почему-то именно этот мальчик. Вот. Он, значит, у нас с ним очень хорошо, легко складывалось общение, в общем, все было интересно, все круто. А потом, в общем, он мне там сказал, что да, там ты мне нравишься, да, и все такое. А потом он, получается, он такой говорит, давай, говорит, встретимся в сентябре с тобой. Я говорю, а что ты делаешь в сентябре? Я говорю, не знаю, вообще-то февраль только в России еще. Он говорит, давай в сентябре встретимся. Я говорю, нет, меня не устраивает сентябрь, давай раньше. И он пропал куда-то. Вот. Подождите, пожалуйста. Подождите. Катя, да? Да. Катенька. Он не потому, что не хотел вас раньше видеть. Он примерно прикинул, когда вообще границы откроют. Он, наверное, поэтому в сентябре предложил. Нет, тогда еще они даже не были закрыты. Это было начало февраля. Да, что самое интересное, в марте, получается... Неторопливый американец, так. Ну, подождите, странно, может что... он деньги копил на это, чтобы в Россию приехать? Да нет, у него все нормально с этим. Нет, но он потом, я сейчас расскажу. Он, значит, в общем, мы с ним общались, да, вот так общались, короче, потом, я сказала, да, что он пропал. Вот, я думаю, надо, что такое, ему надиктовала там WhatsApp, что, типа, что-то я от тебя не получала сообщения, ты вообще как, готов продолжать диалог-то? И тут он объявился, причем объявился не сразу после этого, а где-то, может, через неделю. Объявился такой, да, я готов продолжать. Да, конечно, я там думал, что ты во мне не заинтересована, и, в общем, что, типа, я ему сказала, давай раньше увидимся, что я, типа, я говорит, типа, просто хотел в Европу поехать только в сентябре, а еще он, знаете, как предлагал встретиться, говорит, а давай я вот поеду там в Германию, в Швецию, да, с членами своей семьи. Говорит, давайте, говорит, может быть, ты тоже там приедешь повидаться. А для меня все-таки это как-то, странно, потому что, во-первых, я получается, должна ехать куда-то в Германию, в Швецию, а во-вторых, что мне там, если он со своей семьей туда приедет. В общем, мне это все очень странно показалось. И потом, в общем, с марта мы все отлично вообще общались. У нас вообще с ним очень много общего. Там мы одинаковые вещи любим. И вообще очень интересно проистекало общение. Вот. И тут я ему говорю, давай, говорю, мы с тобой созвонимся.
Вот, давай, созвонимся. Вот. В общем, ну, сначала договорились, что там, ну, в 6 часов вечера созвонимся, все. И он звонит, вернее, нет, я звоню, ему он трубку не берет, и вообще его нет. Через час где-то я полезла там в WhatsApp и, в общем, случайно его как-то набрала. Видимо, ему там чуть-чуть гудок пошел. Он мне тут же перезвонил и говорит, тут у нас был мамин день. В общем, мы тут куда-то они там ездили каких-то крокодилов смотреть. Вот, давно, и мы с ним разговариваем, в общем, опять смеемся, все такое, и тут я ему говорю, слушай, говорю, у меня, говорю, виза будет долго делаться в Америку там и куда еще. Мы, кстати, договорились с ним, когда он вернулся первый раз, мы с ним договорились, что я поеду к нему в Америку. Вот. Говорю, у меня будет очень долго виза делаться. Говорю, давай ты, может, там попробуешь в России сделать визу в Россию. Катечка, давайте вот немножко к вопросу подвинемся. В общем, в итоге сейчас он он пропал после этого телефонного звонка. Мы договорились, он сказал, да, круто. Я говорю, давай, Москва или Питер, хочешь что посмотреть? Он, я хочу и то посмотреть. И, и пропал вообще. А после первого раза я ему сказала, если ты пропадаешь на неделю или на больше, все, я больше тебя уже не приму. Вот. Так. И я вообще ничего не понимаю, что случилось, потому что он ничего не говорил, никаких недовольств, ничего. Просто вообще взял и пропал куда-то опять. После телефонного звонка, хотя... Какой у вас вопрос? Это, во-первых, невротические отношения или нет, и вообще есть ли какие-то отношения. А второй вопрос, мне вот сейчас очень плохо, я переживаю, я, конечно, его все контакты удалила, я сейчас ему даже не смогу написать, даже если очень захочу, вот, но я переживаю, как мне из этого состояния выйти. Во-первых, вам надо взять на себя ответственность за свои действия. Он может быть каким угодно. Адекватный, неадекватный, невротик. Вы не его мама, вам вообще все равно, почему он так себя ведет. Это первое. Вы должны перестать людям в голову лезть и спрашивать, как он со мной поступает, я ему ничего плохого не сделала. А вот ответственность, Катя, вам придется взять на себя вот за что. Он ведь один раз пропал первый, правильно? Да. А зачем вы ему звонить стали, писать, то есть, Сломалась. Катя, вот вопросы к себе. Кто из вас невротик, хочется спросить. То есть вы в первый раз поняли, что это не вариант, что парень пропал, и почему-то вот это и есть ваша проблема. Мы сейчас не его будем обсуждать, правда? Нам до него дела нет никакого. Правильно, Катя? Есть дело-то, хочется, конечно... то есть вы хотите помочь ему? Давайте про него поговорим. Не хочу, давайте, Михаил. Не хочу. То есть хочу себе помочь, да? Да. Вот чтобы вам было проще жить дальше, во-первых, никогда так не делайте. Во-вторых, возьмите, чтобы от обиды избавиться, потому что вам обидно, возьмите на себя ответственность за свои поступки. Вы скажите сами себе, что я поняла, что парень мне не нравится, не годится. Он себя, не то, что он не нравится, его поступки мне неприятны, я скажу так, да? Когда он первый раз меня кинул. Он ведь кинул вас первый раз. Катя, это правда? Он пропал куда-то, да. Мне кажется, пропал я ему куда-то. там так написала, что, мне кажется, я просто, может быть, его как-то резко очень ему написала. Да, жертва, они как... как вы ему написали? Говорите, как вы ему написали. Я говорю, я не настолько... Я говорю, я вообще не такая медленная. Мне, говорю, так странно вообще, что здоровый мужчина хочет встретиться там только вообще там в следующем веке. И мне это все странно и непонятно. Катя, вот смотрите, как ведут себя люди с низкой самооценкой. Они сразу пытаются найти причину в себе. Он соскочил, потому что я ему резко написала. На самом деле, вы ему ничего резкого не написали. Вы ему сказали следующее. Мне, как женщине, странно, что я хочу тебя увидеть, а у тебя все откладывается на сентябрь. Я такого не понимаю. Нормально. В принципе, на это можно было закончить, не дожидаясь, так сказать, перитонита. Но вы решили дальше полезть. Сначала он предложил в сентябре, хотя мог бы и через месяц приехать, потому что вы не вписываетесь в его планы. Окей, он работает, у него своя жизнь, я это готов понять. Дальше он вообще пропадает. И тут Катя бы успокоиться и начать искать других парней. Нет, Катя именно на этом заморочилась, который пропадает. Потому что Кате нужно пережить вот это самое страдание. Так вот, Катя, на будущее.
Когда кто-то ведет себя так, как вам неприятно, не надо туда дальше лезть. Понятно? Да, Михаил, понятно. Успехов, Катенька. Пока. Так, тем временем вопросы поступают, Михаил, на WhatsApp. Бросила сама молодого человека, пишет Даша, занялась собой, привела голову в порядок, но поняла, что размениваться на других вообще-то не хочу, и хочу быть с ним, и учиться понимать и слушать друг друга. Но он не выходит на связь. Это любовь или все же зависимость? Мария, я прошу прощения, конечно. Я настолько заслушался вашим прекрасным тембром, что полностью упустил содержание. Могли бы вы сейчас повторить? В общем, история такая. Даша бросила молодого человека и начала сама с собой разбираться. И вот в процессе этих разборок сама с собой она поняла, что молодой человек вообще классный, и что ей бы хотелось учиться слушать и слышать друг друга. Теперь Даша пытается с ним связаться, но он не выходит на связь. Вопрос, это любовь или все же зависимость? Это не ее молодой человек, во-первых. Во-вторых, это, конечно, зависимость. И, к сожалению, вот это вторая история тоже про не очень нормальные отношения. Что здесь не так? Но если... Как зовут нашу девушку? Даша. Даша. Если Даша психанула, ну ладно, да, она переосмыслила. Она ему там написала, не надо ему названивать. Он увидел, захотел, ответил, не захотел, не ответил. Если он не ответил, значит, он не захотел. Далее. Скорее всего, у Даши были причины. Если Даша, конечно, 15 лет, и она резкая такая, и юная, и она осознала свою неправоту, ну да, наверное, она права. Если Даша взрослый человек, который знает, что такое хорошо и что такое плохо для нее, то, видимо, была причина расстаться. То, что Даша сейчас передумала, может быть, у Даши никого больше нету, вот она решила вспомнить старое. Вынуть, так сказать, из нафталина, встряхнуть и примерить. В любом случае, если он на связь не выходит, то это не ваш парень. Это зависимость. Дальше. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Таня. Я наконец-то до вас дозвонилась. Это была моя мечта. И, может быть, хорошо, что даже по этой теме. Во-первых, хочу вам выразить свое глубокое уважение. Слушаю вас с утра до вечера. Прям супер респект. Спасибо большое. Значит, смотрите, в чем история. Я вообще человек очень сильный психологически. Я не жертва. То есть это абсолютно полноценная, стопроцентная, хорошая, харизматичная личность. Значит, в своей жизни я буквально недавно повстречала человека, о котором впоследствии я уже начала много читать литературы и понимать, что я просто, я не знаю, как это такое бывает. Бывает ли такое вообще, потому что не всегда же надо книгам верить. Значит, смотрите, их называют роковыми личностями. Они деструктивные личности, и у них даже есть какой-то термин очень умный, я его дословно вам не скажу, но суть в том, что это нарциссы, которые находят в обществе успешных, красивых. Девочки называют их перверзными нарциссами. Так. Да, значит, смотрите. До сих пор удивляет меня, время прошло, сейчас объясню, к чему я веду. Значит, время-то уже прошло, но до сих пор я никак не могу отделаться от одной мысли. Значит, смотрите, я не жертва. Я по жизни иду гордо подняв голову и делаю то, что мне надо. И таких, я уже поняла, что именно это и цепляет в таких вот людях. Они заходят в общество, находятся в нем, находят таких вот девушек. И их задача, значит, их поймать, так сказать, схватить свои терпкие лапы, сломать эту волю, характер. Там очень много всего интересного об этом написано, как они это действуют. У них есть несколько этапов. Там этап обольщения, холодный душ, порабощение, всякое. Все, я попала на этот этап. Мне просто повезло, что вовремя сойти. Это очень сложная история, но не об этом. Удивляет, почему я, например, смотрите, я думаю, я знаю таких девушек, я их повстречала уже на своем пути. Значит, мы, например, даже я прекрасно понимаю, что это за человек был, что это за личность была. До сих пор удивляет, почему прошло время, и все это еще до сих пор цепляет. То есть в общем круге мы до сих пор видимся. При этом я знаю его натуру, знаю, что это за личность, знаю, какие у него там какая у него темная душа. Знаю все способы, крючки, которыми он пытался меня соблазнить и так далее. Но все это прекрасно понимаю. Знаю, что у меня были какие-то крючки, за которые он меня смог сломать, зацепить. Не сломать, я еще успела все-таки. Почему до сих пор, смотрите, столько времени прошло? Нет, я не могу найти ответ на этот вопрос. Учитывая, что я все понимаю, как бы я трезво мыслю, но
эта личность до сих пор цепляет, хотя я знаю, что она опасна и так далее, и так далее. Вообще, Я могу вам ответить? Давайте. Первое, Танечка, вы же сами говорите, что вас с ним, он попытался, то есть вам это было не безразлично. То есть у вас какие-то чувства у вас к нему были, правильно? Вот он хитрыми способами смог их разбудить. Танечка, он их разбудил. Да. Он да. их разбудил. Да. Хитрая сволочь разбудил ваши чувства? Получается, что да, он смог это сделать. Ну вот поэтому вы, собственно, и думаете об этом. А проблема заключается, к сожалению, в том, что вам, видимо, это нравится. Ваша голова, конечно, у вас прекрасная, светлая голова. Она вас оттуда увела. А эмоционально вам это нравится. Я не могу обобщать. Мы с вами вообще не знакомы, честно говорить, на человека зря буду. Но раз вы повелись на это, значит, у вас есть к этому какое-то влечение. Но спасибо, голова вас как бы не подвела в этот раз. Затормозили вы головой. Но из-за того, что чувства какие-то испытывали, вот это, собственно, вас и будоражит. Но скажите, пожалуйста, это же не то, что это же не означает, последний вопрос, и я ухожу, что это не означает, что мне больше всего это страшно принять, что вдруг я все-таки того сама не думаю, а вдруг я и есть та жертва, от которой, мне кажется, я такой не являюсь. Или все-таки это и есть оно то самое? Если бы вы дошли до конца, вы были бы жертвой, но так как вы соскочили и не дали себя сломать, как вы говорите, да, то вы не жертва, Таня. Хорошо, спасибо, приятно, буду дальше вас слушать. Спасибо вам большое. И, Михаил, вопрос от Ирины. Да После неудачных отношений несколько раз не вижу вокруг себя мужчин. Хотя выхожу в свет, встречаюсь с различными людьми, но все они мне кажутся не такими, не подходящими и не чувствую ничего романтичного. Что делать? Ой, надо подождать, когда это закончится. Что это? Спрашивает Ирина. Страх перед отношениями. Когда человек несколько раз попадает в неприятную для себя ситуацию, то, естественно, это было бы логично предположить, он начинает эти ситуации избегать вообще, потому что он не верит, что они могут быть позитивны и так далее. Вот надо дождаться, когда страх пройдет. Вообще, чтобы вообще не дождаться и не бояться, надо сказать себе, что я не боюсь отношений, что как только мне станет что-то неприятно, я просто уйду. Но очень слабохарактерные девушки, к сожалению, знают за собой эту слабость, знают они не говорят, что я жертва. Они просто какую-то конкретную ситуацию своего романа описывают. Вот мне с ним было хорошо, а потом стало плохо, но я помню все хорошее и так далее. То есть у них, к сожалению, есть зависимость. И поэтому они боятся и лучше не связываться, чтобы не влипнуть. А люди сильные, они вообще не боятся. Ну да, мне нравятся там такие люди. Мне не страшно. Я всегда могу уйти. Вы на линии, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня слушаете, да? Здравствуйте, меня зовут Алевтина. У меня, может быть, не такой простой вопрос. Можно ли сделать неэротические отношения нормальным психологическим плане? Как вы говорите, да, перейти к норме тех отношений, когда партнеры слышат друг друга, не унижают, не ставят одного из партнеров в ситуацию жертвы, и как научиться жертве, может ли жертва не наслаждаться вот этими отношениями и Алевтина, у меня к вам вопрос есть, чтобы вам ответить мне на ваш вопрос. У меня к вам есть еще один вопрос. А вам зачем невротические отношения превращать в нормальные? Что, мужиков не хватает, что ли? Хватает у мужчин-то достаточно много. Я замужем, я хочу... А зачем вам невротические отношения делать нормально? Потому что я хочу жить с этим человеком. Но не испытывать все то, что вписывается в невротические отношения. Можно я скажу две вещи? Сначала скажу хорошее. Теоретически вы можете обратиться к семейному психологу и вместе ходить с мужем на психотерапию,
до полного, так сказать, выздоровления и для полного исчезновения невроза в ваших отношениях. А практически у меня вопрос. Представь себе алкоголика, который приходит к наркологу и говорит: доктор, а я могу вот пить водку, но без опьянения и без похмелья, чтобы вообще вреда не было. А доктор ему говорит: может, вы сок попьете? Говорит: я водку хочу. Можно вот из водки сделать такой продукт, чтобы он был полезный. Вот такой у нас сейчас с вами примерно, Алевтина, идет диалог. Вы меня понимаете? Да, я вас понимаю. Ну и слава богу. Но я бы на вашем месте попробовал бы все-таки с психологом семейным пообщаться. А вдруг он сотворит чудо, и у вас будут прекрасные светлые отношения. Ну, вы же говорите, что это все дерьмо, и вы в такое не верите. Вы слышали от меня это слово? Во-первых, этого слова я не употреблял. Во-вторых, какое вам дело, что я... Послушайте, я не гуру. Я такой же человек, как и вы. У меня своя точка зрения, у вас своя. Поэтому я бы на вашем месте попробовал, потому что очень многие семейные психологи выпускают книги об успешных результатах их работы. Значит, у кого-то это получается. А у меня нет, видимо. Так. Просто я, видимо, плохой семейный психолог, а есть хороший. И у них... Вы попробуйте. Красотистство вы всегда успеете, правда? Ну, я тоже так думаю. Ну, все следуя по вашим правилам и логике, надо уходить, развивать отношения, семейные. Вот я знаю, что меня многие, меня многие упрекают в излишней жесткости, вот в этом да-да, нет-нет. И вот я как бы, идя сейчас навстречу пожеланиям людей, а люди многие знакомы с моим творчеством, у меня книга уже 2 миллиона практически экземпляров выпущена за 3 года, многие читали. Я хочу сказать вот что. Дорогая Алевтина, если вы это сделаете, то, пожалуйста, позвоните нам в какую-то из программ, это будет не скоро, это займет время терапии, и расскажите о светлом опыте. А я тогда прилюдно откажусь от своих мыслей. Скажу: нет, вот бывает исключение. Вот этой паре повезло. У них отношения теперь здоровые. Спасибо, Алевтина. Вопросы у Михаила от Андрея. Андрею 28 лет, пишет он следующее. 10 лет знаком с девушкой, в которую, как мне кажется, я влюблен с первого года в знакомство. Но у нас с ней все это время были чисто дружеские отношения. В какие-то годы общались чаще, в какие-то крайне редко. В последнее время общение восстановилось на довольно-таки близком уровне. За все эти 10 лет у меня успели пройти отношения с несколькими девушками, но всегда в процессе них я вспоминала о той самой, у которой также были отношения с парнями. Сейчас у меня партнера нет, а у нее есть. И, конечно, я снова думаю об этой девушке как о идеальной, но сама она мне уже сообщила, что между нами она чувствует только дружескую близость. Вопрос: рационально ли забыть ее совсем и разорвать связи, или же пробовать завоевать девушку? Забыть, скажу сразу, очень тяжело. Может, есть смысл действовать более решительно, и по итогам негативной реакции девушки, возможно, связь пропадет. Спасибо, Мария, Андрей. а давайте песню споем, Мария. Помните, сняла решительно, А не спеть ли нам наброшенный, песню о любви? А почему? гордою хватило сил. Так. Ему сказала я. Михаил, Да. Вопрос о вопросе. сосредоточьтесь. Да, спасибо. Значит, рассказываю. Невроз в чистом виде. Тут бабки не ходи. А отношения нездоровые, но их вообще нет отношений. Люди, которые 10 лет типа держат у себя в голове, что типа есть у меня, но она не моя, у меня вообще другие, у нее другие отношения и так далее. Это как раз невроз в чистом виде. Очень интересный вопрос, зачем вообще у человека это есть. Вот тут хочется сделать глубокий поклон гештальт-терапевтам. Гештальт – это психология о незаконченном каком-то действии, значимом для человека, который впивается в его мозг и заставляет его страдать и переживать. Знаете, есть такая девичья шутка, когда девушка говорит: хочешь, чтобы парень тебя запомнил на всю жизнь? Говорит: да, как? А ты не давай ему. Вот это и есть проблема гештальта. То есть у нашего героя не сложилось отношение с девушкой, и именно поэтому он о ней все время думает. Поэтому вам прямая дорога к гештальт-терапевту или к любому другому, который вам понравится, чтобы избавиться от этой, собственно, навязчивой идеи. Потому что девушка не просто с парнем, с другим, она еще сказала, типа, ну я к тебе, кроме дружбы, вообще ничего.
Поэтому, к сожалению, вот эта вот проблема абсолютно навязчивая. Там целый букет. Там и самолюбие задето. Там и надо, чтобы кто-то был у меня в голове, из-за которого я страдаю, переживаю, мучаюсь. Вот это все, к сожалению, дает такой неприятный результат. Говорите, пожалуйста. Алло. Да. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Михаил. Спасибо вам за очень полезную информацию. Я надеюсь, многим это полезно. У меня вопрос такой. Первый. Во всех отношениях есть определенные периоды, когда человек начинает задумываться, то есть защита инвестиций, грубо говоря, да, моральных, временных, там, финансовые. То есть вот как проходит эта тонкая граница, что надо продолжать попробовать, или, как вы говорили ранее, что это получается в яме раньше, то есть продолжать копать в яме. Есть ли определенные правила в данных случаях? Надеюсь, вопрос понял. Нет, не понял. Михаил, чуть поближе, пожалуйста, к микрофону. Это максимум, что выдает моя... Михаил, еще раз побыстрее скажу. Смотрите, то есть наоборот, идет помедленнее, чтобы я понял. Вы говорите, возникает такой период, когда что происходит? Да. Вот когда человек, то есть думает, вот я вложил в данного человека столько ресурсов, времени, моральных сил, то есть определенные вложения именно в постройке отношений. И здесь вот проходит граница, когда мы, получается, продолжаем яму копать дальше, что ничего не выйдет, да? Я стоит понял, идти дальше. Я понял. Спасибо за вопрос. Интересный вопрос. Если вы чувствуете, что ваши действия не находят отклика у партнера, то есть, он не отвечает вам взаимностью, надо на этом остановиться, конечно. Зачем продолжать дальше? Вот. У меня все. Я очень волнуюсь, Мария. Меня слышно? Да, неплохо, Михаил, сейчас. Неплохо в смысле хорошо или в смысле не очень? В смысле мы вас слышим. Уклончивый ответ, ну ладно. Хорошо слышно. Полина спрашивает. Михаил, я в разводе, воспитываю сына 4,5 года, я встретила мужчину, и мы встречаемся только в выходные, когда сын у родителей. У нас отличный секс, жить с ним я не хочу, и замуж тем более. Он пару раз писал, что ему кажется, что я в него влюблена, а сам он хочет оставить все как есть, то есть секс несколько дней в неделю. Мне с ним хорошо, но меня не устраивает, что когда мы не видимся, он как будто вообще обо мне забывает. Я хочу оставить как есть, то есть встреча и секс, но с большим вниманием ко мне. Вопрос, это возможно и нормально ли это, или это опять что-то невротическое? Мария, я обожаю наших слушателей. И я. Я вообще счастлив, что у нас такая работа с вами. То есть они друг друга нашли, во-первых. Ну, то есть значит, всем подходит говорит, секс и встреча. Нет, знаете, это смешно. Значит, этот мужик говорит, слушай, ты, наверное, в меня влюблена, а мне вот так. Мне не надо больше. Она, значит, там пишет. Михаил, Мария, я, значит, так просто сексом заняться. Мне больше от нее ничего не надо. Вот, мне секс и все устраивает. И в это время вопрос, а че он тогда, когда мы не встречаемся, про меня забывает? И как нашу героиню зовут? Полина. Дорогая Полина, я так чувствую, если дальше будете оба продолжать в таком духе, боюсь, как бы вы не поженились случайно. Потому что этот говорит, ты в меня влюблена, но мне больше ничего не надо. Полина говорит, мне вообще от меня кроме секса ничего не надо, но почему он забывает обо мне, когда мы не занимаемся сексом? Ну, потому что это отношения, Полина. А вы же оба хотите, чтобы у вас был только секс. А зачем вам другие дни-то друг о друге думать? Вам отношения не нужны. Если вы, как вы говорите, смешные оба. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло? Да, здравствуйте. Вот у меня отношения с мужчиной 3 месяца. До этого момента мы с ним общались все месяц. Вот. Потом он познакомил меня с своими родителями, чтобы дать мне понять, что он серьезно ко мне настроен, что он со мной семью хочет. Это после 2 месяцев нашего с ним знакомства. Вот. До меня у него была женщина,
которую он любил и с которой он расстался из-за того, что она ему изменила. Вот, он очень сильно переживал, был на антидепрессантах. Вот. И сейчас в отношениях иногда он меня называет ее именем, хотя как бы уже прошло так прилично времени. И еще он с ней иногда переписывается в соцсетях, но эту переписку, когда ты с ней получается общение, он мне об этом говорит и показывает переписку, что как бы ничего нет и быть не может. И говорит о том, что они просто друзья. Вот. Вопрос, зачем он продолжает переписку с бывшей, если как бы хочет отношения со мной. Потому что он хочет с ней общаться дальше. Вот, и правда ли, что он действительно может быть настроен на серьезные отношения со мной, если как бы он говорит о том, что все серьезно, он сейчас купил квартиру, которую обустраивает, пытается быстрее это сделать, говорит, что там мы будем жить вместе, что вот он у меня как бы квартира тоже есть, но он со мной жить не хочет в квартире, потому что говорит, что как бы это чужая территория, и ему как мужчине это не очень приятно. Вот, мы с ним получается, что не очень часто видимся, из-за этого он приходит иногда в основном это в выходные происходит, не в будни, когда была сейчас изоляция, то есть мы чаще с ним виделись, он приходил чаще, вот, и праздничные тоже дни он приходит. И я, в общем, не могу понять, то, что он говорит о том, что отношения у нас с ним серьезные, если в дальнейшем у нас все получится, то он со мной рассматривает семью. Но при этом получается, что называет меня именем другой иногда, вот, и в чем ваш вопрос? Не стремится часто видеться. Что? В чем ваш вопрос? Вопрос в том, что его то, что он называет меня другим именем, то, что он, мы с ним общаемся ежедневно, но мы часто видимся, но при этом он говорит о том, что он настроен со мной на семью. Вот насколько это может быть правдивые слова? То есть, может быть правдивый этот вопрос? Да. Может быть правдивый дальше. Просто я себя тут с ним... Да, вот я еще хотела по поводу невротизма. Если я... он такой вполне себе адекватный мужчина, а вот то, что чужим именем он меня называет, это просто потому, что он еще из тех отношений до конца не вышел. То есть ему нужно дать время. Не знаю, это ваш эротический сон. Хотите, давайте время, не хотите, не давайте. Понятия не имею. Может, потому что не вышел. Но, в принципе, не очень-то выходит. Может, переписывается с ней. То есть это из-за того, что он с ней переписывается, поэтому он о ней продолжает думать. Нет. Если человек вышел из отношений, он разве будет переписываться с человеком, из-за которого он пил антидепрессанты? Странно, правда? Человек попал под машину, и теперь все время на дорогу выходит, ждет, когда его еще кто-нибудь собьет, что ли? Вот так это выглядит? То есть получается, что по факту он еще в отношениях с ней находится, а я тогда... Я понятия не имею. Так мне вообще все ваши вопросы говорят, вы знаете о чем? Что здесь невротик, это вы. Страдалицы, это вы. Да. Если такие отношения. То есть вы еще не поженились, а у вас уже все достаточно грустно, обратите внимание. Да. Вот такая у вас психология. Вам надо об этом подумать. А вы спрашиваете, а он вот это, а это правда, а у него там все, а он серьезно? Да вам какая разница? Вам же все это неприятно, как я понимаю, да? Да. Вы прямо очень замуж хотите, вам неприятно, а вы преодолеете. Правильно? Я не могу сказать, что хочу. Просто у меня такая проблема, что у меня редко очень случается, когда у меня есть увлечение какой-то человеку сексуальным, и при этом с ним просто интересно, как с человеком. А здесь как-то получается, что все сложилось, вот. И еще плюс у меня ребенок есть, с которым он вообще нашел к ней подход, и она его там обожает и говорит, что в принципе как бы нам не надо никого, хороший, то что... Вот, и я не знаю, что делать. Делать надо то, что хочется. Хотите, выходите замуж. Не хотите, не выходите. А получается, что пока идет переписка с
бывшей девушкой, то отношения закончены. Вот когда он с ней перестанет переписываться, тогда и можно говорить о том, что уже все завершено там. Ну, может быть, он хотя бы перестанет еще вас называть чужими именами, может быть? Или вас это как не коробит, нет? Ну, коробит. На самом деле тут было так, что мне это до такой степени, просто думаю, да зачем мне это все нужно вообще? И я как бы сказала, что ну, зачем? давай с тобой расстанемся. Вот давайте так. Давайте с этого и начнем. Вы сейчас положите трубочку, сядете в окошко и спросите себя, зачем мне это нужно? У вас тут же вылезут всякие истории, потому что у меня к нему влечение, потому что я хочу выйти замуж, потому что он нашел поход моей дочери и так далее. Здесь, к сожалению, история про то, что здесь мало кто кого любит вообще. Ну, слушайте, мало ли, как люди женятся, не обязательно же по любви, правда? Ну да. Все, пока. До свидания. Спасибо. Так, вопрос тем временем Михаила от Екатерины. Новые знакомства, пишет Екатерина, я завожу через сайт знакомств. Подхожу выборочно ко встречам, то есть я оцениваю типаж мужчины, внешние данные, и после первой встречи иногда завязывается краткосрочный роман. А после мужчина исчезает из жизни, не объясняя вообще ничего. Как справиться с внутренними переживаниями, ведь отчасти даже краткосрочные романы ранят душу. Я хочу объяснить, вот наша девушка сейчас не представилась, которой, да, мы сейчас разговаривали. Юлия, по-моему, если я не ошибаюсь. Она, по-моему, не говорила даже, как Хорошо. зовут. Ну, неважно. И вот этот автор письма. Что это вообще за история? Значит, у Юли парень называет ее именем своей бывшей. Бывший, кстати, переписывается, при этом рассказывает о серьезных намерениях. Кстати, все правда. Как бы одно другому не мешает, на самом деле. Теперь наша, как девушка зовут, которую письмо вы читали? Екатерина. Екатерина. Значит, Екатерина знакомится на сайтах знакомств, потом встречается романы, и потом каждый раз больно. О чем вообще эти две истории? Друзья мои, о том, что есть люди, которые, к сожалению, так устроены, что жизнь – это боль. Это я когда в Питере лекцию читал, я вышел на сцену и сказал, вот вам на занавесе надо написать, жизнь – это боль. И все засмеялись. Но про Питер есть такая идея, что они такие. Мистер Депрессии 2015. На самом деле не совсем так, прекрасный город. Так вот, есть люди, которые так живут. Почему они так живут? Это сложный долгий разговор. Голодное детство, деревянные игрушки, приколоченные к полу. Но по факту. Почему? Потому что одни люди развлекаются в этих знакомствах. У них все весело, легко, с огоньком. Они встретились, не знаю, познакомились, переспали, разбежались. И для них это праздник жизни. Для других людей это боль, это почему со мной так, вот каждый раз для меня это проблема и так далее. Потому что психика так устроена. В чем, собственно, смысл моей методики и содержания моей книги? О том, что возможно психику поменять. Из невротических отношений, из зависимых, перейти к нормальным. Может быть, уже не с этим человеком, но главное со своей головой. Поехали дальше. Так, если успеем, телефонный звонок буквально коротко. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Ольга. Михаил, у меня есть два вопроса по текущей ситуации. Хотела услышать ваше мнение. Значит, текущая ситуация такова. У меня есть дочь, которой 26 лет. И, по моему мнению, она находится в невротических отношениях со своим молодым человеком, который время от времени у нее появляется, приходит к ней в гости изредка. У нее появляется буря положительных эмоций, дальше он пропадает. После этого она впадает в депрессию, и так происходит с периодичностью один раз в 1,5 месяца, один раз в 2 месяца. Значит, первый вопрос. Почему она не может выйти из этих отношений и прекратить эти отношения, несмотря на то, что они приносят ей больше отрицательных эмоций, чем положительных? Во-первых, потому что у нее невротическая зависимость, а во-вторых, потому что она склонна к страданиям, переживаниям.
И второй вопрос, как я могу ей помочь, что мне нужно сделать, какое поведение мое должно быть таким, чтобы она все-таки научилась быть счастливой и перестала быть невротиком. Вообще, Для возможно этого ли вы это можете... для Да, матери? возможно, конечно. Если вы станете сами счастливой и перестанете быть невротиком. Продолжаем. Есть телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Не ожидала, что вообще дозвонюсь до вас. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. У меня такая проблема. Мне кажется, что во всех отношениях я, даже если мужчина не является тираном, да, я становлюсь какой-то жертвой. То есть я сама как будто бы делаю их невротическими. Я постоянно растворяюсь в мужчине. Я живу только им. То есть, допустим, даже выбираю какое-то платье зеленое или синее в магазине. Я смотрю не на то, что мне нравится, да, думаю, вот в каком платье я ему больше понравлюсь. Ну, то есть я как будто бы сама растворяюсь и действительно отметаю все свои интересы куда-то подальше и вообще в принципе о них не думаю. И я понимаю, что это моя проблема, но я не знаю, как с этим бороться, потому что у меня действительно не получается это сделать. Как будто бы не хватает то ли сил, то ли силы воли. Вот что мне делать в таком случае, как все-таки... Как вас зовут? Как вас зовут? Ай-яй-яй, куда ты пропадаете? Алло. Алло. Как Меня вас зовут Ольга. Оля, вы хорошо нас слышите? Да, хорошо. А мы вас не всегда. Да? Для того, чтобы... Ну, сейчас вроде слышим. Да, Мария? Да, все отлично. Вот смотрите, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала задаться вот каким вопросом. Почему со мной это происходит? Причины две вероятные. Вы меня, Оля, хорошо слышите, да? Да, отлично слышу. Первая причина – у вас никаких интересов в жизни нет вообще. Я как-то по этому поводу написал известную фразу: если человек заменяет другому весь мир, значит, всего мира у него просто нету. Понимаете, да? Да. То есть мужчины, собственно, отношения – это и есть ваш интерес. Поэтому вы бы не растворились, но вам больше ничего не интересно и так далее. Вторая проблема – это причина. Это когда детям не хватало в детстве родителей, для них отношения вообще выходят на первое место, они за отношения готовы вообще все отдать. Это дети, которые прострадали все детство, что им было мало родителей, не хватало родителей. И для них отношения – это самое главное в жизни. Вот вам надо начать с этих простых вещей. Понять, какая из этих двух причин ваша. Вы сейчас можете на этот вопрос ответить? Да, но по поводу первой, скорее всего, нет, потому что и раньше, когда у меня было больше интересов, чем сейчас это происходило, а вот вторая история, это прям про меня. У меня как бы никогда не было доверительных и теплых отношений ни с мамой, ни с папой. То есть папа постоянно был на работе, а мама такая всегда холодная, недоступная, красивая женщина, которая и, наверное, со мной как-то себя так вела. Вот, то есть, я не помню, то есть, каких-то прям таких близких отношений с родителями в течение детства. Часто я как психолог, да, и как человек считаю, что лучше быть, конечно, независимым, самодостаточным и так далее. А можно ли, например, жить с вашим набором? Да, если вы готовы кому-то посвящать жизнь, готовы признать, что вы как бы, и самооценка низкая, и вообще вы как бы ничего не представляете даже сами для себя. Для вас гораздо важнее. Так. Нет, просто я хотел сказать, например, были бы вы, предположим, какой-нибудь Софьей Андреевной Толстой, да? Типа муж гений, а я тут рядом посижу. Такое же бывает в жизни, правильно? Да, бывает. Вот. И такие люди бывают, насколько они счастливы, если для них такая потребность. Это у Чехова был такой рассказ, «Душечка» по этому поводу. Вот, они как-то себя могут найти, живя, например, рядом с гением, смотря гению в рот и так далее. Но если вам это не нравится, то вам надо оттуда куда-то уходить, и надо находить себя, и надо выбирать себя во всех ситуациях. И платье, давайте начнем с простых вещей. Магазин уж скоро откроется. Идете в магазин, и платье будете выбирать, имея в виду, что вам нравится. А про мужчину думать не будете. И как-то мелкими шагами вы, может быть, вернетесь к себе. Поехали дальше. А у нас осталась буквально минуточка, Михаил. Можно подвести какой-то итог? Да. Друзья мои, любовь – это прекрасно, легко и светло. А зависимость – это грустно, тяжело
и все это не радует. Вот в этом разница между зависимостью и невротической. В любви тоже есть, естественно, зависимость, но она радостная и приятная. А при невротической зависимости вы, кроме грусти, переживаний, чувства обиды, непонимания, унижения, ничего не испытываете. Вот в этом, собственно, проходит водораздел между любовью и нелюбовью. Я вам всем желаю любви и прощаюсь до следующего вторника.